Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Это видео посвящается тем, кто любит хлеб. И сегодня мы с вами будем готовить слоеную лепешку катламу с мясом и тыквой. Она получается очень сытная. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. 500 грамм муки пропускаем через сито. Сначала приготовим тесто. Всю муку высыпаем и сюда же добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя, 1 чайная ложка соли без верха, и я добавляю 3 столовые ложки растительного масла. У меня авокадо. Сюда же добавляем 250 мл теплой воды. Замешиваем тесто. Должно получиться мягкое тесто. Тесто выкладываем на стол и помнем его минут 5. Вот такое тесто у нас получилось. И сейчас дадим ему отдохнуть. Накрываем пленочкой обязательно. Минут 20. 500 грамм фарша отправляем в глубокую миску. Здесь будем формировать начинку. Добавляю 300 грамм натертой тыквы. Подготовила 2 головки лука. 1 головку лука сейчас буду обжаривать в топленом масле. 2 головку лука в сыром виде будем отправлять в начинку. Так как в сыром виде, поэтому нарезаем как можно мельче. Так, посмотрите, как у нас все мелко тут. И вот этот мелко нарезанный лучок сырой мы отправляем в начинку. Идем обжаривать. На 2 столовых ложках топленого масла пожарили лучок, остудили его и отправляем все к общей массе. Освободила грецкие орехи от перегородок, почистила. Здесь у меня 100 грамм. Нам нужно измельчить. Вот до такого состояния. Высыпаем в общую массу. Добавляю 12 грамм соли. Так как у меня здесь 300 грамм тыквы, 500 грамм фарша и лука 400 грамм. Ну еще и орехи 12 грамм вполне достаточно. 1 грамм на 100 грамм веса. Добавляю 1 чайную ложку черного молотого перца, 1 чайную ложку красного молотого перца, пол чайной ложки добавляю кориандр молотый и 1 чайную ложечку без верха зиры и острого перчика совсем чуть-чуть. Где-то 1-2 ложечки столовые растительного масла. Все хорошо смешиваем. Если у вас нет тыквы, вы можете вместо тыквы положить морковь. Я думаю, морковь в любом доме есть. Воду я не добавляю. Начинки можно разные. Очень люблю с орехами. Вот ту начинку, которую сделала сегодня, вот эта начинка для меня идеальная. И очень люблю с тыквой. Тыква очень любит красный перец. Вот такая у нас получилась. Посмотрите, начинка. Прекрасная. И тесто уже отдохнуло. И тесто тоже прекрасное. И сейчас будем уже готовить катламу. Тесто прекрасно отдохнуло. Посмотрите, какое оно изумительное. Делим на 2 части. У нас будет 2 катламы. И каждую сейчас скатываем в шар. Накрываем пленочкой и дадим минут 10 отдохнуть. 1 шарик берем, 2 оставляем под пленкой. Подпыляем рабочую поверхность мукой и как можно тоньше раскатываем.
растопленным сливочным маслом вот так смешиваем, чтобы все охватить и сыворотку. И смазываем маслом, чтобы у нас получилась слоистая котлама. И сейчас будем распределять начинку. Распределяем все равномерно по поверхности. Я начинку распределила на 2 котламы. И сейчас равномерно вот так распределяем, чтобы везде была начинка. Вот так разрезаем на 3 части и будем создавать слоистость. И обязательно промасливаем. Можем оставить квадратной формы, можем округлить круглой формы. Вот так аккуратно. Подготовила противень, пергамент, уже включила духовку. Перекладываем нашу заготовку. Так слегка рукой придавливаем, не сильно, чтобы не повредить. Вот так слегка, сильно не надавливаем. Накрываем, дадим минут 10 отдохнуть, а пока будем раскатывать следующий. Подпыляем рукой и как можно тоньше раскатываем. Наносим масло, обязательно вместе с сывороткой. Так будет нежнее. Не забываем промасливать. Вторая котлама тоже у нас практически готова. Духовка разогрелась до 180 градусов. И сейчас дадим этой котламе тоже минут 10 отдохнуть, прийти в себя и будем выпекать. Одно яйцо и желток и белок взбиваем. И сейчас смазываем сверху взбитым яйцом. Также я вот так вот вилочкой прокалываю, чтобы лучше пропекалось. И вот такие рисуночки сделаем. Пусть будет красиво. Выпекать будем при 180 градусах 30-35 минут. Включаем вверх-вниз. И вторую котламу. То же самое. Отправляем в духовку. Итак, дорогие друзья, лепешка у нас получилась очень слоистая, вкусная, насыщенная. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. До новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.